Всем привет, вы на канале Катрина, и сегодня я вам расскажу, что случилось за последнее время, и, собственно, обо всем и вся. И начнем мы, конечно же, с того, что... Правильно, о работе. Не знаю, догадались вы, нет, но я, по-моему, не помню, я, по-моему, припоминала вам то, что как бы я... хочу устроиться на работу там или пробовал что-то такое. Я точно не помню, простите, если нет, я забыла, наверное, тогда. Но, по-моему, я сказала об этом, насколько я помню. Получается такая ситуация, что я устроилась на работу недавно. То есть уже работала, кстати говоря, за окном дождь. Я только сейчас заметила, что он быстро покапал и прошел. Удивительно. Да. Так, продолжим. В общем, получается так, что работа, я, получается, работала... я сегодня третий день только на работе, и плюс не работала я где-то, сколько там, 2 дня выходных мне дали, получается. То есть я сейчас третий день работаю, там, не считая вот этих вот 2 выходных, которые у меня были. Вот. Получается, что работа заключается в том, что... мне нужно быть помощником на кухне. Кстати говоря, мне, в принципе, так-то понравилось. Типа, да, отмывать, конечно, не всегда не очень-то весело, но в принципе, в целом, знаете, мне нравится сам коллектив. И, в принципе, смотря что там нужно делать на работе иногда. Вот, допустим, мне надо делать салатики, то есть салатик там один, пока что как минимум. В общем, по крайней мере сейчас мне говорят, что нужно делать там салатики, там один вид салата, то есть получается большая порция есть и маленькая порция, и получается так, что еще помимо этого я мою посуду, чашки, тарелки из-под еды, ложки, вилки, ножи. То есть вот это вот все кухонное, то есть вот это вот все перемываю, как бы мою, и, естественно, в общем-то, там еще машинка есть специальная, в которой моется посуда, то есть надо протереть хорошенечко, не прям полностью все в идеале мыть, нет, не надо так делать, просто помыл, там в основном, чтобы жирности особо не было сильно. И затем, собственно, в машинку загружается вся посуда, моется, тарелки, чашки как бы отдельно в разные, там специально нужно коробки вот это вот ставить. То есть, как коробки вот эти вот, я не знаю, как называется, в общем, туда, куда ставится посуда. Вот, я об этом хотела сказать вам. И... в общем, мне реально нравится коллектив. Правда говоря, я очень стесняюсь. В данный момент я не знаю, почему даже я настолько сильно стесняюсь, действительно. Правда, зачем я настолько сильно стеснительная какая-то в последнее время? Я не знаю, что со мной. Мне кажется, это из-за того, что вполне себе вероятно, я просто очень много нервничаю из-за всяких ситуаций, о которых я вам еще не рассказала. Их настолько много, что мне сейчас просто нет сил об этом рассказывать, правда. Мне как-то вообще не хочется сейчас. Ситуации у меня не очень хорошие, на самом деле, сейчас в жизни, но вот эта вот ситуация с работой решилась, то, что этому я очень рада, поэтому, минус одна проблема, так сказать, вот, а вообще, на самом-то деле, если не считать работы, если бы не работа, то реально бы новостей хороших особо и не было бы, вот, я не знаю, очень грустно сейчас, просто мне в душе. Сейчас я как-то спокойна еще, а вообще, то, что мне творится в жизни, на самом-то деле, это полнейший звездец просто, на самом-то деле. И ничего с этим пока что я поделать не могу. И, если честно, сил нет что-то делать. Как-то решать что-то, блядь. Просто. В общем... просто хочется отдыха, морального какого-то. Хочется пойти, знаете, к психологу. Даже очень хочется мне пойти. Но сейчас нужно заработать денег. Потом уже буду лечиться. Не только к психологу буду ходить. Там, не знаю, там психотерапевт. В общем, кто нужен, тому и буду ходить. В общем, психологу, там, по-моему, психотерапевт, я не помню точно.
В общем, к тому, кто... Ну, я еще могу путаться, и в последнее время я что-то запутаюсь, знаете, типа, я знаю, кто такой психолог, а я все время путаюсь, вот это, вы знаете, психиатр, психотерапевт, кто это, я путаюсь еще, поэтому надо больше информации об этом читать, почему-то я все никак не могу добраться до этого. В общем, мне нужно сходить провериться в больницу, потому что у меня есть некоторые проблемы. В плане, вот меня недавно выскочила, я не знаю почему даже реально, но у меня вот, давайте вот с Мишкой, у меня вот выскочило, знаете, покраснения какие-то, чешущиеся. Я думала, что это, не дай бог, ветрянка. Думала, я ветрянку вообще никогда не болела. Хотя, почему не дай бог? В принципе, чем быстрее переболеешь, тем лучше. Но я не болела ни разу, поэтому... Как бы да, но это не было похоже на ветрянку, понимаете, в чем прикол? Да, оно чесалось, да, оно было красное, но ветрянка как бы отличается, мне кажется. Вот, как-то внешне оно все-таки по-другому должна выглядеть, ну, то есть, плюс она не на постоянке чесалась, насколько я знаю, по-моему, ветрянка постоянно чешется, да, а она у меня проходила, потом снова, потом проходила, вот, сначала вечером начиналась, потом на утро начиналась только, то есть, получается, потом целый день вообще чесалась, ну, короче, слава богу, уже прошло, быстренько, не знаю, там, за дня 2, 3, 4, я не помню точно, ну, там где-то округлим, допустим, дней, пусть будет за 4 дня, примерно, короче говоря, вот это вот завершилось у меня вот это вот чесание мое по всему телу, то есть, получается, у меня лицо даже было, ну, на лицо, слава богу, меньше всего мне было вот этих вот покраснений, и на ногах у меня меньше всего было, ну, на лице особенно у меня мало было, прям очень мало, ну, и заживало быстрее. Вот, ну, короче, не знаю, у меня вот здесь просто было, получается, на руке, видите, у меня вот здесь вот на руке были красные такие пятна, их было много, и я прям в шоке такая была, типа, что нафиг? Что? Просто что? А сейчас у меня прошло, видимо, сейчас вообще как-то не особо следов даже нет почти, ну, там чуть что-то осталось, вроде непонятно, это, что это, просто как кожа выглядит немножечко так. Ну, в общем, неважно. Суть в том, что, как бы, я не знаю, аллергия это или что-то связанное с другим, я не знаю, но это на самом деле может быть опасно, поэтому нужно проверяться как можно быстрее специалистов, не знаю, там к доктору поехать, пойти, не знаю даже. Но пока вот денег особо у меня нет, если честно, я боюсь тратить деньги, потому что на квартиру там в основном у меня деньги за 2 месяца, я на всякий случай их не трачу сейчас. Вот, поэтому как бы нужно заработать деньги, затем уже я пойду лечиться. Ой, ухо, извините, опять. Почему у меня на видео часто уши чешутся? Не знаю, я, по крайней мере, помню, что, по-моему, на предыдущем видео я тоже... Ой, что-то ухо у меня чесалось тоже. Я не знаю, почему, правда. Я не знаю, честно. У меня из-за коллектива я тоже нервничаю, бывает. Некоторые люди более приятно, некоторые более строгие, некоторые показывают так, другие так. Иногда не особо контактировать с кем-то получается, хотя в целом все окей, но сегодня, допустим, с одним человеком из всех, которые у меня были на работе, с одним человеком я там, допустим, сегодня контактировала, хотя до этого 2 дня общались. Первый день вообще вроде неплохо даже очень было. Второй день такое, общались, не слишком много, но общались. А этот день, короче говоря, я тоже со всеми, как обычно, общалась, с одним уже не общалась. И мне почему-то это все настолько вот стеснение у меня какое-то, знаете, типа, потому что или мне неудобно того, что я с кем-то не разговариваю, или как-то игнорирую, даже не специально. Не знаю, в общем, иногда, когда я стесняюсь, я могу просто глазами игнорировать, знаете, не смотреть на этого человека, мне как будто бы то ли защитная реакция, что это, я не знаю. Ну, бывает у меня такое, то есть, не знаю, как это описать, что тут добавить даже, что сказать. Бывает и все, что я вам сделаю, как бы. Такой человек, вот, и все, да. И получается, собственно, вот работа, сейчас же говорю, работа очень даже хорошая для меня. Работать, правда, надо 40 часов в неделю, если по контракту, или как он там называется, в общем, по бумажкам, то мне нужно 40 часов в неделю отрабатывать. Пока все нормально, хорошо, то есть, бывают такие сложности, знаете, не мега сложные пока что. То есть, нервы ничего не сдают, бывает, да, такой легко, каждая работа сложная, знаете, по-своему, как бы, не знаю, может,
Я не знаю, в общем, ну, каждая работа сложная, поэтому как бы что сказать. Ну, она не мега сложная, скажем так, такая, ну, нормальная, хорошая работа, вот. Ну, то есть, не худший, не лучший вариант, то есть, нормальный. Знаете, по ЗП как раз-таки вариант для меня очень даже хороший, я счастлива, потому что у меня будет хорошая зарплата. Ну, посмотрим, конечно, в конце месяца, но все же, типа, по идее, то, что мне сказали, 12 часов, 12 часов говорю, извините, 12 евро в час мне платят, получается, мне сказали так. И это, в принципе, вполне себе даже хорошие деньги. То есть там посчитали, ну, посчитал, короче говоря, хозяин один. И там, получается, хозяин и хозяйка, вот, получается, ну, хозяин, видимо, более моложе, там, хозяйка там старше, там кто-то такая прям, ну, такая высокая женщина, знаете, с татушкой, такая на руке прям вот так полностью что забито, видимо. Ну, я не знаю, тут прям видно у нее направо то ли налево, я уже не помню. И получается, она такая высокая сама по себе. Видно, что в возрасте человек, но при этом он ухаживает за собой. И при этом она еще и строгая какая-то. В общем, ей как будто бы все не так, знаете, мне это не очень нравится, мне это напрягает, мне это немножечко стресс такой небольшой вызывает. Ну, в принципе, не так уж плохо, просто немножечко вот такие вот, как бы вам сказать, помягче. Как бы так сказать, ну, в общем, неприятности такие, знаете, небольшие бывают на работе, да. Но в целом все хорошо, мне помогают, там просто есть, не знаю, то стесняюсь, то что что-то скажу неправильно, то еще что-то, в общем, то я вообще ничего не скажу, буду такая, блин, да почему я это не сделала, почему я об этом думаю, я не знаю, у меня... Я вообще считаю, что, типа, мне нечего, ну, не за что переживать, мне незачем стесняться так, как я стесняюсь. Зачем я это делаю? Я не знаю, почему такая стеснительная какая-то стала, честно. То есть я не хочу стесняться, блядь, каждого своего слова, каждого движения, каждого вот того, что я делаю и не делаю даже. То есть, если все хорошо, я нервничаю. Не все хорошо, нервничаю. Ну, в общем, нервничаю, в общем, хорошо, нехорошо, все равно я почему-то нервничаю. Зачем? Не понимаю. Ну, хотя, в принципе, это из-за того, что, видимо, вот ситуаций много, возможно, сложилось таких вот не очень. У меня в жизни в последнее время много стрессовых ситуаций, видимо, из-за этого как бы на фоне стресса как-то вот это все проявляется у меня, вот эта вот стеснительность, я не знаю, короче, ну. Ой, спинку вытянула, аж легче стало. Ну, видите, как бывает, получается. Ай. Короче говоря, знаете, что еще? Я сегодня, значит, пошла на работу. Я пошла на работу и, в общем-то, вышла на улицу просто еще. И значит, так. Вышла я на улицу, значит, пошла на работу. И тут как бы бац, и какой-то там, короче, время у меня чел проходит, я в что-то там в телефоне сижу. И получается, что... Получается так, что высокий какой-то то ли дядька, то ли парень, я хрен знает, короче, ну, лет 30, больше, меньше, не знаю, короче, уже не помню. Ну, такой чел, типа, ну, явно старше меня, и смотрит такой еще высокий, и смотрит на меня такими глазами. Я в ахуе была, честно. Я просто смотрю на него. Он реально вот так, ну, я в ахере, блин, отвечаю, он просто такой смотрит, типа, я клянусь, он прям такие смотрел. Я не знаю, почему, типа, ну, он прям такими большими глазами на меня что-то просто так посмотрел, типа, я вообще была в шоке, типа, я что, краситься не могу, типа, ну, я поняла, что это за косметики явно, ну, типа, в селе, ну, я так ходила в селе, и, типа, ну, были реакции, конечно, ну, не прям с такими глазами, что, не знаю даже, ну, тут обычно не особо не красятся, вот, редко, вообще, если краситься, то обычно не очень, если честно, ну, не все, может, ну, в основном все, и, как бы там, как бы вам сказать, в общем, потом я пошла, буквально вот через него прошла, и сразу там женщина какая-то стояла, и такая еще мне спросила за магазин с косметикой, говорит, а где, типа, здесь есть, типа, там, вот в Пурбахе, то есть там, где живу, сейчас нахожусь, а есть здесь косметика где-то? Продается ли здесь косметика, говорит мне. А я говорю, здесь? Говорю, она говорит, да. Я говорю, нет, не продается. Нет, никаких магазинов. Она такая, спасибо. И она улыбается, такая, что произошло только что? Почему она меня именно за косметику спросила? Типа, видела, что она крашеная, и сразу такая, а здесь косметика? Блять, ну вообще я как бы покупала, в основном у меня там то Синета косметика, то
Ну, если с магазина там, то там, хотя бы с Айзенштата, а не здесь, потому что здесь вообще косметики никакой, по-моему, уж нет. Да, тут нет, реально никакой косметики не продается, надо ехать в Айзенштадт, как минимум, и там что покупать. И то надо тоже хорошую косметику убирать. Капец, ну, взяла бы в эти, типа, косметику ищет, я не знаю, там... В общем, женщина искала косметику, судя по всему, а видела, что она накрашенная, такая, типа... А где вы купили? Как будто бы, не знаю, это типа комплимент был такой, что я хорошо накрашена или что? В общем, мне почему-то все время неловко из-за всего. Да, вот такой вот я человечек, получается. Не знаю почему. Не знаю, что со мной, но бывает. Как бы я как-то уже менее... Последние дни, знаете, уже свыклась с тем, что я позорюсь из-за херни. И позорюсь, и даже когда не позорюсь, все равно стесняюсь. Я уже как-то смирилась и такая думаю, блин, такая все нормально, что ты. Ну, знаете, уже как-то успокоилась немножко, но все равно стесняюсь. Ну, не знаю, что со мной, правда. Ну, вот так вот, да. Получается, кстати говоря, я хотела вам еще рассказать о своих, ну, в общем, о маме своей, с папой. Я так не общаюсь вот давно уже. А мама с младшим братом, ну... Я вам говорила в одном из видео, то, что ситуация вообще жесткая, типа, и ни хрена у нас хороших отношений никогда уже не будет, потому что даже когда я, ну, знаете, уже что-то начала снова надеяться на что-то, то меня просто настолько сильно обломали, что я просто офигела, и уже настолько уже уверена, что ничего никогда у нас с ними хороших отношений, какого-то контакта не получится, коннекта не будет, поэтому я просто смирилась с этим, и, собственно, решаю сейчас сама свои проблемы все, ну... Реально все проблемы решаю я одна. Никто мне не помогает. Поэтому вот так вот. Ну, в общем-то, знаете, даже легче стало, кстати, как-то после того, как я стала без мамы решать свои проблемы. Потому что мама вот это вот упрекает меня в чем-то, короче, что упрекать начинает, а еще что-то, то говорит, какая она классная. Короче, я решила, что не, маму, не, я лучше сама все буду делать. Потому что я грибу, это все просто слушать, терпеть, знаете. Я ж не терпила его, вашу мать, в конце концов. Ну, в общем, мама, получается, что мне пишет, знаете, ну, типа, за работу, за какую-то там что-то мне сказала, типа, у нее там знакомая посоветовала работу, типа, мороженого, там, связано с мороженым, короче, я продавец мороженого. Но я не ответила ей на сообщение, поскольку... Да ну, блин, короче говоря, я просто не хочу с ней общаться, правда. Я просто... В общем, получается так, что я просто-напросто... Показалось что-то. В общем, получается, что... Я не хочу с ней общаться, поскольку она все время какие-то мне гадости говорит, все время против меня, всего и вся. Короче, ничего у меня никогда не получится, все мне плохо. Иногда она говорит, что все будет супер заебись, что, знаете, типа, может меня поддержать, но в тот же момент она может мне вот так вот раз и просто сломать. То есть, да, то есть она может поддержать и в тот же день просто мне взять и сломать. То есть нагнуть меня. Ну, то есть в прямом смысле нагнуть. Ну, не прям в прямом. Хотя хер знает. Может, в прямом. Знаете, можешь что-то спизднуть потом после этого, что типа... Знаете, типа, у тебя все будет хорошо, супер, заебись, а потом раз и сказать, ой, какая ты хуёвая, ой, а у тебя все плохие друзья, парень, все у тебя плохо будет, есть и было. В общем, начинается вот эта херня по новой, и я уже заебалась это все терпеть, честно, я просто хочу спокойствия, счастья, умиротворения, нормальной людской жизни, а не просто не выживать, а жить, а не выживать. Поэтому я решила, что не буду с своей мамой общаться. И мне до сих пор сложно ей написать напрямую, что не хочу с ней общаться. Бабушке я сказала, бабушка мне звонила, и я высказала, ну, как-то не криками, ничем, просто говорю, что типа... Короче говоря, она там... Я не помню, там какая-то ситуация была за бабушку, то что
Типа, то, что она сказала маме, типа, ну, бери у Кати, если что, просить деньги. Ну, прям вот так, прикиньте. Мама и так, блядь, у меня выдирает. И деньги, короче, пользуются мной. И на квартиру мою приехала, хотя я даже разрешения ей не давала. При этом она еще и наглеть начала в моей же квартире. Говорит, что это вообще не моя квартира, типа, иди нахуй. Вот так вот, как будто бы, знаете, типа, не твоя квартира вообще, съебать это нахуй. Типа, вообще это наша квартира, вообще это не твоя. Она ж съемная, как она может быть, блядь, я плачу деньги сама. Мне никто за это деньги даже не платит за мою квартиру. Она рассказывает моей маме, прикиньте, за такую херню, что типа это не моя квартира. Ну окей, тогда твоя съемная квартира тоже не квартира, если по ее логике говорить. Ну вообще, блядь, какая-то, ну и... Понимаете, какая у меня мать замечательная, да? Да, и пиздит всем, что она охуенная мать, начинает свое мнение, типа, якобы правильное высказывать, хотя на самом деле она не соответствует никогда своему мнению. Это, блядь, бывает крайне, наверное, редко, когда она чему-то там соответствует. И то, я не помню, если честно, сейчас так не вспомнить сразу таких случаев. В общем... Да нет, блядь, таких, наверное, не знаю, короче говоря. Ну, постоянно она пиздит, реально пиздит. Простите, но я не могу по-другому сказать правду. Я не могу про нее хорошо, спокойно рассказывать, типа, ну, она такая есть реально. Мне просто было плохо, я реально плакала от того, что у меня уже ничего никогда не изменится, даже когда она мне дала последнюю секунду там шанс на то, что что-то исправится, изменится, ни хера не изменилось, не исправилось, поэтому все. На этом все. Я решила, что это окончательно конец наших с мамой отношений, как родителя и дочери. Брат тоже мне очень гадости много говорит, хоть ему 15 лет. Она говорит, что типа... Ну, я говорю маме, что типа... Он мне вообще-то смерти как бы желает. Тебя это не смущает, то, что он хочет меня убить? Он мне напрямую это говорит. Она говорит, типа, мама... Ну, моя мама сказала, что... Ну, он же еще ребенок, да, блядь, 15 лет человеку. 15 лет он уже подросток, как бы. У него мозги какие-то... То есть у него мозги уже как бы включаются, понимаете? Он же не настолько ребенок, чтобы вообще не думать о том, что он говорит. Как можно сестре своей говорить в 15 лет? Я бы еще, может быть, поняла, если бы он там, 7 лет, ладно, окей, может быть, даже, я не знаю, 10, возможно, хер знает, короче, и то это странно, типа, не очень хорошо, что так воспитывают, когда, нехорошо, что он так говорит, конечно, все равно в таком возрасте даже, я так думаю, но в любом случае, я бы в 7 еще лет всерьез бы не воспринимала, там, может быть, в 10, не знаю точно, короче, где-то так. Но в 15 лет это серьезно как-то, это прям мозги у него уже включают, то есть мозгами он уже думает и говорит такую хрень. Он может думать головой своей. Зачем желать мне смерти еще, хотите убить меня как-то? Рассказывать. Ну а вдруг серьезно какой-то серийный маньяк, не дай бог, будет? Ну зачем мне это надо? Мне надо спокойствие, умиротворение на душе, чтобы все было мне хорошо. Мне не нужно, чтобы мой брат мне говорил такое, чтобы, не дай бог, в будущем что-то со мной сделали. Понимаете, я боюсь за себя. Мне реально было страшно, то, что со мной что-то случится. Это не шутки, как бы, это не смешно. И, в общем, вы понимаете ситуацию, да? Заебись. Заебца. И... Ева, ваша мать. Короче, и, в общем-то, поэтому... В общем, я никак не могу сказать своей маме, типа, что я не могу с ней общаться. Не хочу, точнее. Я никак не могу своей маме сказать, что я не хочу с ней общаться, потому что у меня сил на это нет. Я не хочу скандалов, криков и так далее. Хочу, чтобы она просто съебалась сама и все. Просто, чтобы сама этого захотела и съебала. У меня сил нет, хотя я должна ей это сказать, я знаю, но у меня, правда, нет сил. Я бабушке сказала, я думаю, что, скорее всего, возможно, вполне себе передала маме это все. Но у меня сил нет, правда. И к тому же мама мне не звонила, типа, ни разу, что-то в последнее время. С тех пор, как я стала просто игнорировать, читать сообщения, там, через 2 дня, через 3, возможно, точно не помню. Либо не сразу, если сразу, то не отвечать ничего. Короче, она мне после этого ни разу не звонила, ко мне не заходила, просто пишет мне иногда. Мне кажется, она сама, типа, не особо хочет со мной общаться, и даже не переживает по этому поводу, потому что она мне как-то не мега, знаете, не мега как-то отвечает, прям так, знаете, скажем так, поэтому вполне возможно, вероятно, что ей тоже на меня... и понятное дело, что на меня поебать, это я знаю, и так, понятное дело, но
как бы, вполне себе возможно, она сама думает, что такая, типа, наконец-то она перестала со мной разговаривать, как же она меня задолбала, просто дура конченая, знаете, реально вдруг, ну, она может меня обосрать на самом деле. Когда меня обосрали, ну, обосрала знакомая, как бы, ей было срать, вот, когда ее знакомая, короче говоря, наши разборки семейные начала вмешиваться, то мама меня даже не защитила, она просто соглашалась с своей подругой, типа, ну, или молчала, либо такая, угу, что-то там кивала. Хотя она там насчет детей, там, в плане детей, то, что ее знакомая говорила, она вообще изначально мне говорила, что, типа, не против, чтобы, типа, человек решал, будут дети или нет. Моя мама. А когда ее подруга начала это говорить, что, типа, как это эгоистка такая, как моя дочь, типа, детей не хочет рожать. Прикиньте, блядь, как она, ну, насколько конченая знакомая у нее. Она ей помогает, да, но человек она явно неадекватный. Думаю, дочь, видимо, счастливая, очень счастливая, хорошая мама, думаю, прям заебца. Заебца, думаю. И в итоге... А мама такая еще кивает, что-то и подкидывает. То есть она даже не была, то есть не на моей на стороне вообще на моей, хотя она, ну, короче говоря, там отчасти она чем-то была, ну, как она мне сказала, ну, короче говоря, она меня даже не защитила в плане детей, потому что мне знакомая хуйню всякую несла. Ну, короче, блядь, у нее, она двуличная очень, знаете, она может говорить, что она вот правильно какого-то мнения, а сама не следовать этому мнению совершенно. Это всегда так, блядь, я не знаю, ну, какие-то... Ну, реально очень часто, либо вообще всегда. Ну, вот всегда какая-то наконченная, серьезно, простите. Но она неадекватная. А бабушка вообще любит скидывать на маму то, что ну, у нее был нервный срыв. Типа, блядь, когда мне было 14 лет, это было хуй знает когда. Нервный срыв у нее был. И извините, если у нее нервный срыв, то почему она не пойдет лечиться там, ну, к специалистам, типа. То там психотерапевт, по-моему, больных людей лечит, да, в общем, с нервами. Ну, в общем, почему она не будет пить антидепрессанты какие-то, я не знаю, если у нее реально до сих пор проблемы, хотя ее вылечили давно, ну, в смысле, это было сколько лет назад, то, что у нее был нервный срыв, это было до хера лет назад. И, блин, честно говоря, то, что у меня мама в жизни творила, блядь, поверьте, лучше с этим человеком не общаться никогда. Она перед другими может казаться адекватной, но на самом деле она и своих друзей любит обсирать, да, за спиной, ну, и все на свете. Ну, короче, очень прекрасный человек просто. Моя мать. И мой брат младший тоже. Я надеюсь, что он изменится, конечно, но... Он еще ребенок, но... Чтобы такого желать, и поверьте, он с 5-6, по-моему, там, я помню, что он с 5-6, по-моему, с 5 лет он начал материться, в прямом смысле этого слова, то есть вообще рот не затыкался у него. Папа ему, хотя, ну, папа что-то там ему говорил, а мама вообще это игнорирует. Ну, короче говоря, мама игнорирует это вообще от слова совсем. То есть она... Владику там изредка может сказать, чтобы он не говорил маты там, и то это бывает крайне редко, знаете, и то, когда я уже замечание сделаю, и то не всегда. А когда я матюкала с детства, меня там, ну, пиздец на меня там гнали просто, поверьте. Меня там пиздец полный. У меня там просто полный пиздец был, когда я материлась, там случайно матюкнулась, и то я не материлась перед родителями никогда. Там максимум там случайно какое-то слово, знаете, со злостью или еще что-то там. И то я... Знаете, такая типа, блин, ёб твою мать, я сказала перед родителями, ну, знаете, или случайно какое-то слово вырвалось, или даже... Ну, в общем, я не матюкалась, правда, перед родителями. Может быть, я не помню, может быть, какие-то ситуации были, что, типа, случайно матюкалась. Но прям специально я никогда этого не делала. И пыталась никогда не материться. Я там материлась только перед друзьями, разве что, и все. То есть, перед друзьями, да, окей, я там могла материться сколько хочу, но не перед родителями никак вообще. То есть, это вообще некрасиво, вообще нельзя так делать. Типа, как-никак родители — это не друзья, это родители. Родители — это нечто выше, чем друзья. Ну, типа, родители не могут быть друзьями. Есть друзья, есть родители. Перед родителями нельзя материться. Нельзя, потому что это неуважение. Это мать и отец, это, ну, выше, скажем так. Ну, то есть, чем друзья. Они тебя воспитывают. Друзья же тебя не воспитывают, понимаете? То есть, ну, вообще, в принципе, по психологии, в общем-то, я смотрела Горбачева, в общем, Дмитрия Горбачева, и, получается, я видела, что он ясно сказал, что не бывает дружбы между родителями и детьми. То есть, не может быть такого. И, ну,
Собственно, а он, типа, сам по себе... В общем, я этому психологу доверяю, потому что реально он охеренный, ну, в плане психологии, он популярный, многим помог, миллионам людей, поэтому, как бы, собственно, почему мне его не верить? И, ну, вообще, даже я этого раньше не понимала, даже почему вот нельзя материться. Действительно, я об этом честно задумалась. Сейчас я нашла ответ на свой вопрос из-за него как раз-таки. Ну, в общем, поэтому, как бы... А третья новость — это... Так, это две новости, получается, на работе была и о родителях, там, брате. А, собственно, третья новость, пока что, возможно, даже недоступна будет. В общем, не знаю, третья история тоже грузноватая, поэтому я думаю, что, возможно, расскажу вам, возможно, нет. Не знаю, когда пройдет этот весь период, когда уже все уладится, в общем, когда, ну, отойду от стресса, от этого всего, потом уже когда-то, но точно не сейчас, потому что сейчас очень сложно об этом говорить, и не хочется, потому что я сама не знаю, что будет. Вот, и пока что я вам не расскажу эту новость. Вот так вот. Интерес вам какой-то, знаете, дала, а сама не рассказала. Ну, в общем, поэтому, ну, правда больно просто от этого, ну, поэтому не хочу пока что. Всем спасибо за просмотр. Кстати говоря, извините, блин. Я хотела закончить видео, а вдруг вспомнила. Я вам хотела сказать, что из-за того, что у меня сейчас много дел на работе, в общем, у меня работа же появилась, получается, из-за этого я могу монтировать реже, выставлять видео реже, я не знаю точно. Возможно, я буду вовремя все выставлять, возможно, нет. То есть это все зависит от того, сколько я буду работать, как я буду работать. Ну, в общем. Плюс завтра еще экзамены, кстати говоря, по немецкому языку. Ну, как раз, когда я выставлю это видео, уже экзамены закончатся, в общем-то, на уровне А2. Там сказали якобы, что мне... Ну, короче говоря, после уроков немецкого завтра утром, получается, сразу же дадут тест, как сказали мне. В общем, получается тест, который нужно пройти в четверг, то есть завтра, до 12 часов ночи. И, получается, до 12 часов ночи это нужно все сделать, и потом уже, собственно, все. В общем, то есть мне целый день для того, чтобы завершить тест. То есть как экзамен. Но я сказала именно за экзамен, мне сказали, что типа тест. Какой-то пришлют. Это типа как а-ля экзамен, так понимаю. В общем-то, и получится... Я на работу завтра пойду в 5 дня, вот, то есть, ну, под вечер, получается, вот. И как и сегодня, собственно, и потом уже по утрам буду ходить там. Ну, получается, что немного пока что буду работать, вот это вот завтра, и до этого времени хочу тест сделать, и как раз в 10 часов где-то вечера я приду или приеду, если меня подвезут снова домой. И затем уже... Мне, кстати говоря, одна коллега, да, возит домой. Второй раз уже спасибо ей огромное тоже. Сама предложила мне, да. И... Что я хотела-то добавить, забыла совсем. В общем, получается, что... Получается, что до 12 часов ночи мне нужно сделать... То есть, получается, в 10 часов вечера я приеду домой, или приду домой, и затем уже у меня будут оставаться 2 часа для того, чтобы я доделала тест, если я не доделаю что-то. Надеюсь, что... Думаю, что доделаю, скорее всего, потому что, ну, блин, думаю, за 5 часов я точно успею сделать все, поэтому, как бы... Или сколько у меня там остается, даже больше времени. Мне еще собраться надо, поэтому часов 5 где-то. У меня остается на то, чтобы сделать все. Ну, в общем, такие дела, да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Всем удачи, всем пока. Всех целую, обнимаю.